spicy, genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о гибридных наушниках, которые приходят в средней по габаритам коробки с довольно таким приятным золотистым оформлением. Здесь на лицевой части имеется рисунок самих наушников, название модели K5 и логотип компании EPZ. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников, и здесь также есть графика ЧХ. За звук здесь отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя. Ну а чувствительность наушников составляет 114 дБ, и они получили 30 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и первое, что нас встречает, это миниатюрные наушники, выполненные из прозрачной смолы на внутренней части корпуса. А на лицевой части здесь используется стабилизированное дерево с таким вот интересным узором. И надпись EPZ на обоих наушниках тут тоже есть. Смотрятся они, как по мне, довольно хорошо. Ну и радует, что здесь поставили разъем 2 пин, идущий вот так ровно вровень с корпусом. А еще тут находится рядом с ним компенсационное отверстие, которое отведено назад, как на топовых моделях, что я встречал. Но сопло здесь немного вытянутое, и его диаметр составляет 0,5 сантиметра. Что, в принципе, соответствует привычному стандарту уже на многих наушниках. Поэтому с посадкой, друзья, здесь вообще все отлично. В ушах сидят наушники довольно плотно, ну и прилегают реально очень надежно. Но еще здесь имеется вот такой вот фирменный кожаный кейс с логотипом компании, внутри которого находился вот этот отличный двухжильный медный кабель с возможностью смены штекера. Здесь у меня сейчас стоит балансный 4.4, но вы также можете поставить стандартный 3.5 джек, либо 2.5 джек. Он тут тоже есть. Кабель мне, кстати, понравился, он очень легкий, особо не путается и имеет хорошо сформированные заушины. С коннекторами 2 пин для подключения уже к самим наушникам. Хороший такой кабель, к нему вопросов вообще никаких нет. Ну и, конечно, тут еще есть довольно хороший прямо набор амбушюр, которые находятся в этом пакетике. И здесь даже есть такие насадки, которых я до этого нигде не встречал. Вот такие, например, либо вот такие двойные. Можно попробовать наушники послушать с ними, возможно, кому-то даже понравится. Лично я использовал вот с этими, либо вот ставил ради интереса вот такие, тоже довольно хорошо. Ну еще здесь есть щеточка для очистки наушников. Ну а что еще меня удивило, это то, что в этой коробочке здесь производитель добавил еще один фирменный белый чехол с надписью EPZ. Довольно хороший, качественный, можно использовать. И здесь есть еще вот такой вот сертификат с датой производства моих наушников. И, конечно, куда же без инструкции, которая здесь прямо очень такая большая. И у нее есть даже графика ЧХ вот здесь. Теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников EPZ K5. Вот так выглядит их графика ЧХ. И здесь есть умеренное количество низких частот с вполне таким хорошим заходом на средний диапазон, но ощутимым провалом в этой области. И тут, конечно, еще имеется довольно подкрашенная область высоких частот, что, конечно, немного выбивается из моего таргета. Поэтому эта модель уходит немного в светлую сторону. Ну и начну с разбора низких частот, которые здесь передаются как вполне такие текстурные, хорошо контролируемые, с хорошим весом и объемом, и низкие частоты сосредоточены на мидбасе, с ощутимым таким усилением удара, для лучшего панча и придания большей массивности. Но ощущается это скорее как такой сглаженный на атаку удар, то есть это не супер техничная атакующая динамо и не какой-то заметный, более планарный, подчеркнутый характер, но тем не менее сам бас получился достаточно правильным и собранным, с хорошим, вполне продолжительным затуханием и подробной текстурой, и радует, что он не затмевает под собой средний диапазон. Ну а вот средние частоты
здесь подаются как довольно натуральные и слоистые, хорошо собранные в пространстве и правильно сфокусированные. А вот вокал же звучит тут немного легковато из-за провала на середине. И при этом он имеет такой гладкий тембр с немного темным оттенком звучания и ощущается немного сухим. Хотя в какую-то лютую нейтральность он сильно не уходит. Но, по крайней мере, с прозрачностью и разделением инструментов в этом диапазоне особых проблем нет. И тяжелые жанры звучат динамично, с таким жирным, энергичным характером у гитар. А женский вокал звучит довольно насыщенно за счет акцента на верхней середине, но при этом он еще находится в так называемой безопасной зоне и не выпиливает вам мозг при прослушивании, что, конечно, хорошо. Но ударные здесь тоже заметно так подчеркнуты и выдвинуты вперед вместе с вокальной частью и имеют вполне неплохие подчеркнутые транзиенты. Но вот высокие частоты здесь ощущаются тонально как очень теплые, но с чуть более заметной выдвинутой светлостью и искристостью за счет подъема на 5,8 кГц. Хотя, с другой стороны, за счет этого здесь присутствует вполне умеренное количество воздуха и более выраженная четкость у тарелок. И в некоторых жанрах это, конечно, довольно уместно. Но опять же, плохо записанные записи будут явно выдавать все грехи вам. И в целом подача этих наушников не сильно уходит в сторону жесткой аналитики и убойной техничности, где вам нужно прямо разбирать всю музыку по полочкам. Здесь наоборот же заметно, что эти наушники более такие музыкальные и с точки зрения вкуса я бы их назвал как массовые. То есть подача тут будет знакомая для многих и в целом должна зайти большинству. Но звуковая сцена и визуализация в наушниках EPZ-K5 получилась, конечно, не самая супер широченная, но довольно подробная на построение планов и образов. Здесь есть и глубина, и вполне хороший достаточный объем с понятным положением инструментов и ударных в пространстве. Каких-то явных проблем с разделением лично я не обнаружил. Но вывод по данной модели наушников у меня получился таков. EPZ-K5 это довольно бодрые гибридные наушники с хорошим дизайном, немного вальяжным на атаку басом с достаточно чистой и прозрачной серединкой и чуть более выделенными детальными высокими частотами. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.